Sound smart. Be sound smart. Всем привет! Меня зовут Дмитрий Шаповалов, и я автор курса Sound Smart. Приветствую вас, уважаемые учащиеся, в продолжении курса по базовой грамматике английского Sound Smart – английский с нуля. Итак, добро пожаловать в 21-й урок Реймонда Мёрфи Essential Grammar in Use. Этот урок посвящен страдательному залогу глагола, по-английски passive voice, или буквально пассивный голос. Действительный залог будет, соответственно, active voice, активный голос. Напомню, что это такое. У глаголов, по крайней мере во всех индоевропейских языках, бывает два залога – действительный и страдательный. Действительный или активный, как по-английски, это когда сам субъект выполняет какое-то действие активное над объектом. Например, мальчик убирает комнату раз в неделю. Субъект тут мальчик, объект – комната. Действие, представленное глаголом убирать. Мальчик убирает комнату раз в неделю. А теперь представим себе, что мы хотим не столько сказать, что мальчик делает, сколько отразить тот факт, что с комнатой происходит некое действие со стороны какого-то там субъекта, даже не важно какого. Мол, она страдает от действия субъекта. То есть мы скажем, комната убирается раз в неделю. Тут мы даже опустили слово «мальчик». Почему? Потому что бывают ситуации, когда нам не важно, кто именно выполняет действие, а важен лишь то, что объект подвергается этому действию. Вот то же самое, абсолютно то же самое имеет место и в английском языке. Иногда мы просто хотим отразить факт того, что над каким-то объектом выполняется действие, а кто его выполняет, нам не важно. Или не очень важно по сравнению с самим действием. Выражается грамматически это в английском с помощью глагола «быть есть» или глагола be и третьей формы глагола, которую иногда по-английски называют past participle. Если вульгаризировать, то это звучит как «быть деланным». Поскольку в 21 уроке рассматривается лишь present simple и past simple, то тут эта конструкция будет такой. Am, is или там are, в зависимости от того, какой у нас, так сказать, объект страдает. Done или в прошедшем времени was, were, done. Давайте посмотрим на примеры в секции А. Офис, ведра и все прочее. Фраза с правой стороны. The office is cleaned every day. Офис есть убирается, есть чистится, если так я буду с таким акцентом балдежным говорить, при буквальном дословном переводе. Every – каждый день, day. Второе предложение. The office was cleaned yesterday. Офис was, был, cleaned, вычищен, убран вчера. То есть, если буквально, то офис есть, чистится каждый день. Офис был почищен вчера. Теперь попытаемся это прочитать за мной вместе. Давайте. The office is cleaned every day. Теперь все вместе. The office is cleaned every day. Второе предложение. The office was cleaned yesterday. The office was cleaned yesterday. Понятно. Офис убирается каждый день. Вчера офис убрали. Ну, дальше. Compare active and passive. Сравните актив и пассив. Somebody – это означает кто-то. Some – это какое-то, body – тело. Somebody означает кто-то. Cleans
убирает the office every day. Активный залог. Кто-то, вот он и делает. Что он делает? Он cleans the office every day. Теперь давайте сместим акцент на офис. И вообще забудем того, что кто там убирает его. Как мы ставим? The office, впереди, да? Is cleaned every day. The office is cleaned every day. Понятно? Дальше. Somebody cleaned the office yesterday. Соответственно, кто-то убрал, там cleans в настоящем времени, то есть периодически, может по графику, а тут cleaned, убрал. Это самый regular verb, правильный глагол, вторая форма которого образуется с помощью добавления суффикса ed. Так вот, somebody cleaned the office yesterday. Кто-то убрал офис вчера. То же самое. Ставим офис вперед, потому что нам не важно кто. Мы говорим, что офис был убран. Поэтому the office was cleaned yesterday. Офис был почищен вчера. Простой пример, правильно? Это была секция А. Переходим к секции Б. The passive is. Пассив есть. Present simple. Это будет am, is, are. Возможно, not. Дальше past participle, то есть третья форма глагола. Is cleaned, was done, is invented, are built, was injured, taken, etc. и так далее. The past participle of regular verbs is ed'd, да, ed. Clean, damaged, понятно. У правильных глаголов мы просто добавляем ed. А вот for a list of irregular past participles, для списка неправильных глаголов, то есть третья форма глагола done, built, taken, etc., смотрите appendix приложения 2 и 3. Давайте почитаем примеры. Первый. Butter is made from milk. Butter, масло, is made, есть сделано, есть делается, from milk, из молоко. Масло делают из молока. Читаем вместе со мной. Butter is made from milk. А теперь все вместе. Butter is made from milk. Еще раз. Butter is made from milk. Замечательно. Поговорим об апельсинах, которые по-английски называются oranges. Вот, я прочитаю эту фразу так. Oranges are imported in Britain. Oranges are imported in Britain. Но вы будете читать по-другому. Сначала переведем. Oranges, апельсины. Есть are, видите, они во множественном числе, не orange, а oranges. Butter это в единственном числе, поэтому is made. А oranges во множественном числе, поэтому are, что? Импортируется, imported. Куда? В. Into, да, into Britain, в Британию. Читаем. Не так, как я, а попроще. Давайте. Oranges are imported into Britain. Еще раз. Oranges are imported into Britain. А теперь все вместе. Oranges are imported into Britain. Ничего. Если хотели бы прочитать как Oranges are imported into Britain, то вам нужно пройти курс произношения. Sound Smart. Ладно, следующее предложение. Вопрос, видите, стоит. Поэтому нам нужно вопросительное слово, которое будет are, ну и специальное слово how, как, вынести вперед. Поэтому how often, как я сказал, можете читать often или often, как вам нравится. How often are these rooms cleaned? Как часто есть эти комнаты чистятся? Почему are? Потому что these rooms plural, множественное число, плюральная форма, множественное. Не single, а plural. Поэтому are, оно стоит впереди. Are clean. How often are these rooms? Не these rooms are cleaned. Эти комнаты are cleaned, чистятся, а здесь are these rooms cleaned? Да, чтобы был вопрос. Глагол вперед в вопросах в английском языке.
Читаем. How often are these rooms cleaned? Теперь все вместе. How often are these rooms cleaned? Дальше следующий пример. I'm never invited to parties. Меня никогда не приглашают на вечеринки. Кем приглашают? Да какая разница? Главное, что я никогда не есть приглашенный. Я есть никогда. Never. Never. Никогда. Invited. Приглашенный. К чему? To parties. Читаем. I am never invited to parties. А теперь все вместе. I am never invited to parties. Грустно. Наверное, рожа не выше. Ладно, следующее. This house was built 100 years ago. Этот дом был построен 100 лет ago, 100 лет тому назад. Читаем. This house was built 100 years ago. Все вместе. This house was built 100 years ago. Замечательно. А теперь используем не was в прошлом, то, что он был в прошлом когда-то построен 100 лет назад, а дома. Да? These houses were built 100 years ago. Эти дома были построены 100 лет тому назад. These houses were built 100 years ago. Читаем. These houses were built 100 years ago. Все вместе. These houses were built 100 years ago. Замечательно. Следующее. Вопросительное предложение. Значит, там что-то будет впереди. Здесь past simple. When, когда, was, был, the telephone, телефон с артиклем the, потому что это вообще концепция телефона, правильно? Invented, да? Invented. Изобретен. Когда был изобретен телефон? Кем, не важно. Главное, что он был изобретен. When was the telephone invented? Когда был изобретен телефон? Читаем. When was the telephone invented? Все вместе. When was the telephone invented? Я стараюсь читать проще. When was the telephone invented? Окей, следующее. Мы не были приглашены на вечеринку, когда конкретно на прошлой неделе. Мы не были приглашены, invited, к чему? To. Чему? The party, к той самой вечеринке, известной, the party, известная вечеринка, last week, прошлой неделе. Мы не были приглашены на вечеринку на прошлой неделе. О какой вечеринке идет речь? Собеседник понимает, поэтому используется определенный артикль the. Да? The party. Хорошо, читаем. We weren't invited to the party last week. Все просто, теперь все вместе. We weren't invited to the party last week. Ну и последнее. Вопрос, очевидно, да, поэтому was впереди. Anybody это somebody это какое-то тело, anybody любое тело, значит кто-нибудь. Was anybody injured in the accident? Был кто-нибудь поранен в аварии? Accident это ДТП, ну или авария какая-то. Да? Was anybody injured in the accident? Yes, 2 people were taken to hospital. Да, 2 человека были взяты, were taken to hospital. Хочется сказать, как в Америке и в Канаде, to the hospital, да? To the hospital, to the hospital. В Англии они пропускают артикль hospital, считается концепция какая-то. А в Америке, наверное, то, что, как я говорил, в городе был один единственный the hospital, поэтому они говорят to the hospital в Америке и в Канаде. Так, были взяты, да? То есть, ну, их отвезли. Хорошо, читаем.
Was anybody injured in the accident? Yes. 2 people were taken to hospital. Теперь все вместе. Was anybody injured in the accident? Yes. 2 people were taken to hospital. Окей, переходите к следующей части. Спасибо. Секция C. В ней говорится о рождении в английском языке. Дело в том, что глагола «родиться» в действительном залоге в английском языке не существует. Мы можем лишь быть рожденными в английском языке только в страдательном залоге, то есть в пассиве. Поэтому «я родился в Лондоне в 1962 году» будет звучать I was born in London in 1962. Я был рожден в Лондоне в 1962 году. Нельзя сказать I am born. Я есть в данный момент рожденный, да? I am born. I was born. Я был когда-то в прошлом рожден. Сейчас я живу. Повторяем за мной. I was born in London in 1962. Все вместе. I was born in London in 1962. Замечательно. Следующий пример. Где вы родились? В английском языке вы не можете родиться. Вас могут лишь родить, то есть ваша мама. Поэтому в английском мы спрашиваем, где были вы рождены? Where were you born? Повторяем. Where were you born? Теперь все вместе. Where were you born? Еще раз. Where were you born? Вы умничка, спасибо. Наконец, последняя секция D. Здесь говорится о том, что если мы все-таки в страдательном залоге хотим указать субъект, который выполнил какое-то действие над объектом, то есть заставил его пострадать, мы можем это сделать, просто добавляя название субъекта с помощью предлога by. Работает все это очень просто. Ну, понимаете, про что я? Можно сказать, комната убирается дважды в день. Тут нет субъекта. Можно сказать, комната убирается дважды в день нашей техничкой. Вот. Чтобы это сказать по-английски, мы должны добавить by. Ну, вот тут примеры. Первый. We were woken up by a loud noise. То есть, the noise woke us up. Что это означает? We were, мы были, woken up, wake up, woke up, woken up. Третья форма от будить. We were woken up. Мы были разбужены. Чем мы были разбужены? By a loud noise. Каким-то громким шумом. Принцип понятен? Давайте за мной. We were woken up by a loud noise. И теперь все вместе. We were woken up by a loud noise. Следующий пример, уважаемые. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. Телефон был изобретен. Кем был изобретен телефон? Александром Беллом, когда? В 1876 году. Понятно, да? Повторяем за мной. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. Обратите внимание, читается Alexander. И Александр
да? Звонкая. Alexander Bell. Хорошо? Давайте все вместе теперь. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. Замечательно. Последний пример. My brother was bitten by a dog last week. Bitten. Это означает кусать. Но он was bitten, то есть был укушен. Все просто. My brother, мой брат, was bitten, был укушен. Кем? By a dog, с собакой одной какой-то. Когда? Last week, на прошлой неделе. Повторяем. My brother was bitten by a dog last week. Теперь все вместе. My brother was bitten by a dog last week. Еще разок. My brother was bitten by a dog last week. Прежде чем перейти к упражнениям, я хотел бы забежать сильно вперед и сразу предупредить вас, уважаемые изучающие, об одном подвохе с пассивным, то есть страдательным залогом в аспекте present simple, то есть в конструкции типа is done. Дело в том, что новичку его можно запросто перепутать просто с adjective, то есть словом, описывающим свойства существительного или стоящего вместо него местоимения, в качестве которого тоже может выступать третья форма глагола, или past participle. Сейчас поясню на примерах. Допустим, фраза «Это дерево окаменело миллионы лет назад». По-английски ее нужно сказать в страдательном залоге. This tree was petrified millions of years ago. Эту же фразу можно сказать и так, заменив was на got. This tree got petrified millions of years ago. Тут все просто. Passive voice, страдательный залог. Past simple tense, простое прошедшее время, потому что дерево было подвержено процессу, скажем так, петрификации, я не знаю, миллионы лет тому назад. Свершившийся факт в каком-то грамматически, подчеркиваю, конкретном прошлом. Millions of years ago. Миллионы лет назад – это конкретное время с точки зрения грамматики. А теперь скажем, что это дерево окаменелое. То есть не окаменело, а окаменелое. По-английски это будет звучать так. This tree is petrified. Тут говорится просто о свойстве дерева, о tree. Оно какое? Petrified. Оно может быть красным, допустим. This tree is red. Это дерево есть красное. Здесь не говорится о том, что дерево каменеет, как можно было подумать, как This office is cleaned every day. Видите, тут сказано каждый день. This office is cleaned. Этот офис чистит. Как понять разницу? А исключительно с опытом, по контексту. Вот еще пара забавных для новичка примеров. Как вы поймете фразу I'm done? Меня сделали, что ли? Бред какой-то. Тут нужно знать о идиоматическом смысле фразы to be done. Закончить. Это как I'm red, я красный. I'm done. Я закончил что-то там. Как я сделанный. Типа восклицания finished. Или вот еще одно выражение. I'm done for. Ни за что не поверите, но она значит «мне конец». To be done for – это идиоматический фразовый глагол. Идиоматические фразовые глаголы, то есть фразовые глаголы, те глаголы, которые, если помните, означают нечто другое, если к ним присоединен какой-то предлог. Так вот, данный фразовый глагол to be done for означает быть сильно наказанным. I'm done for. Мне конец. Вот так. Так что практика, еще раз практика. Переходите к exercises, то есть упражнения. Упражнение 21.1.
Write sentences from the words in brackets. Brackets – это скобки. Надо сказать, что в Северной Америке такие скобки круглые называются parentheses. Ну, в Англии они называются brackets. Так, дальше. Sentences 1 through 7 are present, что означает предложение с 1 по 7 в настоящем времени. Что здесь нужно делать? Из слов слева составить предложение. The office clean every day. Ну, здесь все достаточно просто, как в примерах в начале. The office is cleaned every day. Повторите за мной. The office is cleaned every day. И теперь все вместе. The office is cleaned every day. Второе. These rooms, эти комнаты, clean every day. Вопрос. Во-первых, множественное число. These rooms, эти комнаты. Поэтому здесь глагол be будет в форме не is, а, правильно, are во множественном числе. И его нужно поставить вперед, чтобы задать вопрос, как положено в английском предложении. Итак, это будет Are these rooms cleaned every day? Повторяем за мной. Are these rooms cleaned every day? Все вместе. Are these rooms cleaned every day? Дальше. Третье. Glass – стекло. Make – делать. From sand – из стекла. Ну, очевидно. Стекло делается из песка. Glass is made from sand. Читаем. Glass is made from sand. Теперь все вместе. Glass is made from sand. Еще раз. Glass is made from sand. Дальше. Четвертое. Stamps – это марки почтовые. Sell – продавать. In a post office – в одном каком-то post office – почтовом офисе, то есть на почте. Понятно, что марки продаются на почте. Марки во множественном числе, поэтому здесь будет глагол be в форме are. Sell – это у нас неправильный глагол, поэтому будет sell, sold, sold форма, да, sold. Соответственно, stamps are sold in a post office. Читаем. Stamps are sold in a post office. Теперь все вместе. Stamps are sold in a post office. Еще раз. Stamps are sold in a post office. Пятое. This room – эта комната. Not – не. Use – использовать. Very often. Можете говорить often или often, как хотите. В Америке часто можете услышать often. Often. Так, что получаем? Эта комната не используется очень часто. Значит, this room is not used. Это правильный глагол. Used very often. Читаем. This room is not used very often. This room is not used very often. This room is not used very often. Шестое. We, мы, allow, позволять, to park here, парковаться здесь. Вопрос. Множественное число. We, это много, значит будет are. Are будет впереди. Are we, что? Allowed, правильный глагол. Что сделать? To park here. Мы можем здесь парковаться? Читаем. Are we allowed to park here? Все вместе. Are we allowed to park here? Дальше, седьмое. How, как, this word, это слово,
pronounce с вопросом произносится. Очевидно, хотят, чтобы мы составили предложение, как произносится это слово. Вопросительное слово how идет у нас всегда впереди, потом идет глагол be, потому что это вопрос. В данном случае он будет is, потому что это this word. Значит, будет how is this word pronounced? Правильный глагол pronounced. Повторяем. How is this word pronounced? Теперь все вместе. How is this word pronounced? Вторая часть упражнения 21.1. Sentences 8 through 15 are past. Предложения с 8 по 15 в прошлом. Набор слов. The office, clean, yesterday. Офис чистить вчера. Ну, очевидно, это просто past simple. Да? Офис был почищен вчера. Когда? Вчера – это конкретное прошлое с точки зрения грамматики. Поэтому the office was cleaned yesterday. Читаем. The office was cleaned yesterday. Все вместе. The office was cleaned yesterday. 9. The house, дом, paint, красить. Last month, на прошлом месяце. Опять же, конкретное указание на какое-то законченное событие в прошлом, last month. Поэтому the house was painted last month. Повторяем. The house was painted last month. Все вместе. The house was painted last month. 10. 3 people, трое людей. Ага, значит, будет множественное число. Injure. Injure означает раненых. In the accident. В ДТП. Соответственно, 3 people were, потому что множественное число. Сколько? Трое людей, они, да? 3 people were injured in the accident. Повторяем. 3 people were injured in the accident. Теперь все вместе. 3 people were injured in the accident. Вы молодец. Следующий. My bicycle. Мой велосипед. Steal означает воровать. A few days ago. Few – это несколько дней тому назад. Ну, очевидно, мой велосипед был похищен несколько дней тому назад. My bicycle was, в единственном числе, stolen, steal, stole, stolen. Нужно учить таблицу неправильных глаголов, их штук 200, как я сказал. Когда он был stolen? A few days ago. Повторяем. My bicycle was stolen a few days ago. Теперь все вместе. My bicycle was stolen a few days ago. Дальше. When, когда. This bridge, этот мост. Build, строить. И вопрос, очевидно, когда был построен этот мост? When у нас вопросительное слово, идет вперед. Вопрос, поэтому глагол выносится вперед. В данном случае глагол будет в форме was. Потому что это в прошлом мы спрашиваем, когда он был конкретно в прошлом построен. Когда мы спрашиваем, когда, мы всегда используем точно в прошлом, мы всегда используем past simple. Правильно? Поэтому when was, что? This bridge built. Build, это неправильный глагол, будет build, built, built. Поэтому when was this bridge built? Читаем. When was this bridge built? Все вместе. When was this bridge built? Еще раз. When was this bridge built? Окей, 13. You, вы invite, приглашать.
to the party, к вечеринке, на вечеринку last week, на прошлой неделе? Вопрос. Значит, были ли вы приглашены на вечеринку на прошлой неделе? Вы, соответственно, were past. Поэтому будет were you, что? Invited to the party last week. Читаем за мной. Were you invited to the party last week? Все вместе. Were you invited to the party last week? Дальше. How, вопросительное слово, как? These windows, эти окна, break, ломать. Ну, здесь имеется в виду разбивать. Как были разбиты эти окна? Как получилось, что эти окна разбиты? Ну, как были разбиты эти окна? Они пострадали в страдательном залоге. How идет вперед. Дальше вопросительное слово, то что вопрос. How were, что? These windows, break, broke, broken. Broken. Поэтому, how were these windows broken? Как они были разбиты, сломаны. Читаем. How were these windows broken? Еще раз. How were these windows broken? How were these windows broken? Окей, последнее. I, я, not, не. Wake up. Wake up, woke up, woken up. Будить. By the noise. Чем? By. Вот, видите. Указываем на субъект, который заставил пострадать объект. The noise. Конкретным шумом. The noise. Известным собеседнику. Поэтому с определенным артиклем. Ну, я не был разбужен тем вот известным звуком. Как это будет? I wasn't woken up by the noise. Читаем. I wasn't woken up by the noise. Теперь все вместе. I wasn't woken up by the noise. Еще раз. I wasn't woken up by the noise. Спасибо. Следующее упражнение. Упражнение 21.2. Correct these sentences. Поправьте эти предложения. This house built 100 years ago. Очевидно, был пропущен глагол быть, который заставляет у нас страдать. Да, чтобы составить правильный залог. Здесь поправка. This house was built 100 years ago. Этот дом был построен 100 лет назад. This house built 100 years ago переводится «этот дом строил сам 100 лет тому назад». Понятно, что нужно делать? Вперед! Второе. Football plays in most countries of the world. Если это переводить дословно, то получается футбол играет сам по себе. Вот, футбол играет. Где он играет? In most countries of the world. Очевидно, хотели сказать, футбол играется в большинстве стран мира. Поэтому надо было сказать так. Football is played in most countries of the world. Is played в настоящем. Present simple, но только passive voice, страдательный залог. Потому что футбол и сейчас это факт, правильно? Мы используем present simple, чтобы говорить о каких-то фактах в повседневной жизни. Вот, футбол играется. Читаем. Football is played in most countries of the world. Теперь все вместе. Football is played in most countries of the world. Третье. Why did the letter send to the wrong address? Получается так. Почему письмо послало к неправильному адресу? Слово адрес по-английски можно читать address или address. Люди произносят по-разному. В Америке, по крайней мере. Как хотите. Почему письмо было послано по неправильному адресу? Нужно использовать страдательный залог и в past simple, в простом, прошедшем времени. Поэтому будет Why was the letter
sent. Send – это неправильный глагол. Sent. To the wrong address. Читаем. Why was the letter sent to the wrong address? Все вместе. Why was the letter sent to the wrong address? Еще раз. Why was the letter sent to the wrong address? Спасибо. Четвертое. A garage is a place where cars repair. Если это читать так, то получается garage. Можно говорить garage, можно говорить garage. Кто как. Есть одно место is a place where, где cars, машины repair, где машины ремонтируют. То есть не где машины ремонтируются, а где машины сами по себе что-то ремонтируют. Тут действительно в залоге. Бред полный, нужно изменить, соответственно, на страдательный залог. Поэтому будет a garage is a place where cars, что? Are repaired. Почему are repaired? Потому что их там всегда. Это просто определение гаража. Это факт жизни. Должно быть present simple. Поэтому are. Are, потому что машин много. Cars. Понятно? Читаем. A garage is a place where cars are repaired. Все вместе. A garage is a place where cars are repaired. Еще раз. A garage is a place where cars are repaired. Замечательно. Where are you born? Где есть вы рождаемы? Помните? Нельзя так сказать. Вы, может быть, born только в прошлом, а здесь в настоящем are. Поэтому нужно было исправить на were. Соответственно, where were you born? Где были вы рождены? Читаем. Where were you born? Теперь все вместе. Where were you born? Еще раз. Where were you born? Получилось? Дальше. Шестое. How many languages are speaking in Switzerland? Получается так. Сколько много языков сами по себе говорят в данный момент в Швейцарии? Языки у нас не говорят. У нас говорят на языках. Поэтому язык у нас есть говоренный по-английски. Поэтому как будет? How many languages are spoken? Speak, spoke, spoken. Где? In Switzerland. В Швейцарии. Читаем. How many languages are spoken in Switzerland? Теперь все вместе. How many languages are spoken in Switzerland? Следующее. Somebody broke into our house, but nothing stole. Somebody, кто-то, broke into, вломился, куда? Our house, в наш дом, but nothing stolen. Нужно просто вставить глагол was. Почему? Потому что это было в прошлом, когда кто-то broke in, но ничего не было своровано, все в прошлом. Nothing в единственном числе, поэтому будет was. Соответственно, somebody broke into our house, but nothing was stolen. Читаем. Somebody broke into our house, but nothing was stolen. Теперь все вместе. Somebody broke into our house, but nothing was stolen. Восьмое. When was invented the bicycle? Порядок слов нарушен. Нужно только часть глагола, то есть первую составного глагола was invented, вынести вперед после вопросительного слова when, когда был изобретен велосипед. Поэтому правильный порядок слов тут будет when was что? The bicycle invented. Читаем. When was the bicycle invented?
The bicycle, потому что все в одном лице, все подразумеваемые велосипеды. Сама концепция велосипеда. Понятно? Читаем. When was the bicycle invented? А теперь все вместе, пожалуйста. When was the bicycle invented? Еще разок. When was the bicycle invented? Спасибо. Переходите к следующему упражнению. Упражнение 21.3. Complete the sentences. Закончите предложение. Use the passive. Используйте страдательный залог, пассив. Present or past. В настоящем или прошлом. Of these verbs. Пассив чего? Of these verbs. Этих глаголов. Clean. Чистить. Damage. Портить. Find. Находить. Give. Давать. Invite. Приглашать. Make. Делать. Make. Тоже делать, видимо. Show. Показывать. Steal. Похищать. Take. Брать. Итак. This room is cleaned every day. Эта комната убирается каждый день. Читаем. Уже столько раз, поэтому давайте все вместе. This room is cleaned every day. Дальше. I saw an accident yesterday. Я видел an accident. Один какой-то ДТП. Когда? Yesterday. Past simple. Two people were taken to hospital. Два человека, это множественное число, поэтому were что? Took. Taken. Куда? To the hospital. Как я сказал, в Америке и в Канаде to the hospital, to the hospital. В Англии, там, в Австралии to hospital. Окей, читаем все вместе. I saw an accident yesterday. Еще раз. I saw an accident yesterday. Two people were taken to hospital. Two people were taken to hospital. Спасибо. Третье. Paper from wood. Paper – бумага из дерева. Ну, очевидно, бумагу делают из дерева. Делают всегда? Всегда. Повседневный факт жизни. Поэтому будет present simple. Бумага – единственное число. Единственное. Поэтому будет is. Делать как make. Поэтому make, made, made. Поэтому paper is made from wood. Читаем. Paper is made from wood. Все вместе. Paper is made from wood. Еще раз. Paper is made from wood. Четвертое. There was a fire at the hotel last week. Так. There was a fire. Был какой-то пожар. Где? At the hotel, в известном отеле. Когда? Last week. На прошлой неделе. Two of the rooms. Ну что, очевидно, были повреждены. Комнат сколько? Две. Множественное число. Значит, were. Повреждать как? Damage. Это правильный глагол, поэтому будет were damaged. Читаем. There was a fire at the hotel last week. Two of the rooms were damaged. Теперь все вместе. There was a fire at the hotel last week. Two of the rooms were damaged. Получилось? Ну ничего. Дальше. Where did you get this picture? Где вы получили эту картину? То есть, откуда вы взяли эту картину? Это что-то там to me, мне, by a friend of mine. By, видите, кем было? A friend of mine, моим другом. Угу, by, значит, она мне была дана моим другом. Картина, поэтому в прошлом будет просто was в единственном числе. Given. Give, gave, given. Поэтому, where did you get this picture? It was given to me by a friend of mine. Читаем. Where did you get this picture? It was given to me by a friend of mine. Замечательно. Теперь все вместе. Where did you get this picture?
It was given to me by a friend of mine. Шестое. Many American programs. Много американских программ on British television. На британском телевидении. Очевидно, много американских программ показывают. На британском телевидении показывают много американских программ. Всегда показывают. Всегда. Поэтому будет present. Программ много. Много. Поэтому будет are. Показывать будет как show. Это будет неправильный глагол. Shown. Соответственно, в третьей форме. Past participle. Поэтому many American programs are shown on British television. Читаем. Many American programs are shown on British television. Все вместе. Many American programs are shown on British television. Седьмое. Did Jim and Sue go to the wedding? No, but they didn't go. Так. Did Jim and Sue go to the wedding? Джим и Су пошли на wedding, на свадьбу. No. Они что-то там, но они не пошли. Значит, они были приглашены. They – это они, множественное число, значит, were в прошлом все случилось. Приглашены. Invite. Правильный глагол, поэтому invited. Соответственно, no, they were invited, but they didn't go. Читаем. Did Jim and Sue go to the wedding? No. They were invited, but they didn't go. Теперь все вместе. Did Jim and Sue go to the wedding? No, they were invited, but they didn't go. Восьмое. How old is this film? In 1965. Соответственно, сколько лет этому фильму? Он был там что-то в 1965 году. Ну, из тех глаголов, что у нас есть, подходит только сделан. Make, made, да? Film it, соответственно, в прошлом, was, конкретное прошлое, 1965 год. Поэтому получается. How old is this film? It was made in 1965. Сколько этому фильму лет? Он был сделан в 1965 году. Читаем. How old is this film? It was made in 1965. Все вместе. How old is this film? It was made in 1965. Ну и последнее. My car last week. Моя машина что-то на прошлой неделе. Ага, значит будет past simple. But the next day, но на следующий день, что-то там by the police. Ну, из того, что мы не используем, остается steal, соответственно. My car в прошлом was stolen last week, but the next day it что? Was found. Find, found. Находить. Моя машина была похищена на прошлой неделе, но на следующий день она была найдена кем? By the police. Police. Читаем. My car was stolen last week. But the next day, it was found by the police. Все вместе. My car was stolen last week, but the next day it was found by the police. Спасибо. Переходите к следующему упражнению. Наконец, последнее упражнение. Where were they born? Где были они рождены? They – множественное число, поэтому were. Where were they born? Ian – Edinburgh. Ian в Эдинбурге. Ian was born in Edinburgh. Скажите. Ian was born in Edinburgh. А теперь все вместе. Ian was born in Edinburgh. Так, Sally у нас в Birmingham. Birmingham
Birmingham. Можно говорить с Г, можно... Ну, в Америке большинство скажут с Г. Да? Birmingham. Вот так, Birmingham. Город Бирмингем или как по-русски. Хорошо. Sally, она одна, была рождена in Birmingham. Sally was born in Birmingham. Читаем. Sally was born in Birmingham. Еще разок. Sally was born in Birmingham. Так, her parents, ее родители, Ireland, в Ирландии. Соответственно, her parents were born in Ireland. Читаем. Her parents were born in Ireland. Замечательно. You, а вы? Ну, допустим, в Москве. Соответственно, скажите I was born in Moscow. I was born in Moscow. Your mother, а где ваша мама? Ну, допустим, там, в Санкт-Петербурге. My mother was born in St. Petersburg. My mother was born in St. Petersburg. Спасибо. Выполните последнее дополнительное упражнение и приступайте к следующим урокам. Дополнительные упражнения. Английский на слух. Переведите, пожалуйста, на русский язык. This office is cleaned every day. This office is cleaned every day. Правильно. Этот офис убирают каждый день. А теперь. These rooms are cleaned twice a day. These rooms are cleaned twice a day. These rooms are cleaned twice a day. Эти комнаты убирают дважды в день. Следующее. I am never invited to parties. I am never invited to parties. Меня никогда не приглашают на вечеринки. Следующее. We weren't invited to the party last week. Мы не были приглашены на вечеринку на прошлой неделе. When were you born? When were you born? Когда вы родились? A garage is a place where cars are repaired. A garage is a place where cars are repaired. Гараж – это место, где ремонтируют автомобили. Did Jim and Sue go to the wedding? Did Jim and Sue go to the wedding? Jim and Sue ходили на свадьбу. How many languages are spoken in Italy? How many languages are spoken in Italy? Сколько языков используется в Италии? На скольких языках говорят в Италии? Why was the letter sent to the wrong address? Why was the letter sent to the wrong address? Почему письмо было направлено по неправильному адресу? А теперь скажите по-английски. Масло делается из молока. Butter is made from milk. Butter is made from milk. Butter is made from milk. Скажите, меня никогда не приглашают на вечеринки. I'm never invited to parties. I'm
never invited to parties. Где вы родились? Where were you born? Where were you born? Where were you born? Где вы взяли эту картину? Мне ее дал мой друг. Where did you get this picture? It was given to me by a friend of mine. It was given to me by a friend of mine. Where did you get this picture? Как были разбиты эти окна? How were these windows broken? How were these windows broken? How were these windows broken? Стекло делают из песка. Glass is made from sand. Glass is made from sand. Glass is made from sand. Эта поэма была написана Шекспиром. This poem was written by Shakespeare. This poem was written by... Кем было, да? By Shakespeare. Это было сделано мною. It was made by me. It was made by me. Моего брата укусила собака на прошлой неделе. My brother was bitten by a dog last week. My brother was bitten by a dog last week. My brother was bitten by a dog last week. Ну все, спасибо большое. Вы закончили 21 урок. Пожалуйста, через несколько дней самостоятельно проделайте упражнения к нему в учебнике. И не забудьте пройти курс Sound Smart произношения. Он очень продвинет и ускорит ваш английский язык. Обещаю вам. Большое спасибо и до встречи в следующем уроке, который будет в следующей секции. A, I, E, U, O, R. Vowel sounds.